Приветствую вас на своем канале Кирменбай, и в этом видео я решил снять опять все про Passat B3. У меня тут случилась небольшая проблема. Ну как небольшая, в принципе не знаю пока, большая, небольшая. Но у меня перестал гореть дальний ближний свет фар в Passat B3. 1.8 бензин, 91 года выпуска. Так, вот сейчас покажу я вам. Вот включил зажигание. А нет, включилось. Почему-то включились. Вот когда-то. Вот опять включу зажигание. Нет, горят. Горят. Короче, когда ехать почему-то ночью нужно, то почему-то они с первого раза не зажигаются. Вот буду искать причину, потому что сегодня ехать нужно на ночь на работу. И нужно искать эту причину, потому что, как всегда, захочу ехать и все. Свет включаю, а он не включается, только габариты. Дальний и ближний, все в отрубе. Ну и попробую сейчас найти данную причину. Ничего вырубать не буду, выключу только зажигание и попробую найти реле. Или вообще посмотреть, что у нас тут творится. Снимаю свою тюнингованную эту крышку. Как там она называется? Вот, кстати, если кто не видел прошлых видео, сделал я вот такой выносной диагностический разъем, чтобы здесь с ручкой не колупаться. Кто-то когда-то просил, я взял, да и сделал. Ну, в принципе, удобно. Только что немножко некрасиво получилось. Вот такой диагностический у нас разъем. Итак, что у нас слышно? Сейчас мы посмотрим, какие у нас стоят реле. 18, 21. У нас, помню, с 21 были какие-то проблемы. 21 реле. Что у нас было? Это, то есть, был окисленный контакт в этом 21 реле. Вот он. Вот видите, я его смазал в прошлый раз маслом, зачистил. Вроде бы нормально, но есть вероятность, что попало что-то внутрь. Нужно проверять, что это за реле, вспоминать. 18 реле у нас стоит. Итак, что я добился? Проверил я все, предохранители. Вот предохранитель на 1.2 это у нас на ближний свет, а 11.12 на дальний. Они все целы, ну естественно целые, они в принципе и горят сейчас. Контакты я проверил, все тут отлично, нигде ничего не дергается. И суть видео в том же, что мне не горит дальний-ближний, и почему-то я грешу вот на эту кнопку включения. Так, сейчас соберу я назад все предохранители и буду разбирать данную, вынимать и буду доставать данную кнопку и попробую ее разобрать и по возможности отреставрировать. Итак, кнопочка должна у нас выниматься легко. Вот наша кнопочка. Вот, защелка одна. И вот с этой стороны защелка держит нашу фишку. Вот и все. Итак, вот наша кнопочка. Так, нам нужно еще делать, еще и показывать вам, что я делаю. Будем разбирать. Разбирать все вот такой лопаточкой. И каким-нибудь узким, но острым, более-менее острым предметом. Нужно достать все наши защелочки.
И выходить. Опа. Так, защелок, оно вышло. Все, уже кнопка живет, вы видите, она уже не щелкает, живет своей жизнью. Лучше, я думаю, вот так вот поставить ее и вверх поднимать. Может, я ошибаюсь? Ну и вот что у нас внутри. Контакты не очень хорошие. Это факт. Вот. Ну и вот наши контакты, которые желательно не доставать. Вот контакты. Желательно их не доставать, чтобы потом что-нибудь не потерять. Итак, если у кого чистой спирта нет, можно брать любой одеколон, содержащий спирт. Ватки. И нашел я наждачку. Не мелкой не нашел, но нашел отработанную. Я думаю, она тоже пойдет. И что я еще нашел? Почему у меня не работает свет на приборку? Именно когда делаешь крутелкой крутишь, она должна тускнеть, ярче быть. И вот почему. Потому что она уже в моих руках. Вот если будет видно на камеру, оторвался провод. Мы его спаяем. Оторвался он вот от этой клеммы. Его просто нужно сюда припаять. Мы его припаяем и потом тоже, кстати, заодно проверим на работоспособность. Так, сначала мы разберемся с контактами. Контакты, я думаю, сначала мы зачистим здесь. Еще один момент. Наша смазка. Лучше не нашел. Одеколон. Пускай и зачечет, ничего страшного. Это одеколон, но спирт испарится. И аккуратненько зачищаем, моем наши контакты. После того, как мы их помоем, нужно проверить, есть ли черные пятна от гари какой-нибудь. Контакты мы вымыли, блестят, как у кота. Как у кота, короче. Все отлично. И той же ваткой можно, чтобы сэкономить, можно тоже повычищать данные контакты. Здесь мы точно будем видеть, какой контакт нас беспокоил. Вот наш нагарик. Ямка образовалась. Возможно, все из-за нее. Все это мы дело сейчас попробуем шлифануть. Потом смазать. Отреставрировать нашу подсветку. Будем собирать и пробовать. Неудобно, конечно, снимать и это все делать. И вот наш ямка. Настоящая глубокая. Да, придется ее запаивать, по-другому никак не отреставрируешь. Нужно ее зачистить. Ну, там заодно уже спаяем и тот контакт, который у нас оторвался. Ну, настоящая ямка глубокая. Также здесь все сделать подготовочку. Здесь у нас обжимное устройство, не припайка. Обжато все. И немножко расслабим. Достанем наш контакт, который здесь вкрученный. И, возможно, мы его сюда спаяем. Его длины здесь достаточно.
Слазь, друг. Не хочет. Ломать нам контакт не нужно. Нужно это все сделать аккуратно. И все. Жаль, конечно, хотелось бы его спасти. Вот наши кусочки только валяются. Ну все, пойдем на реставрацию. Итак, возьмем вот такой вот провод. Его обрежем. Можно подлиннее. Потом сделаем покороче. Это все дело лишнее выбрасываем в сторону. Берем 2 жилки, чтобы у нас толщина совпадала. И скручиваем вот так вот крест-накрест. Можно было сразу скрутить, потом обрезать. Ну, еще более-менее скрутили. Нужно сейчас это дело и здесь скрутить с этим нашим проводом, который торчит. Вот так. Сейчас нам это дело нужно спаять, чтобы наш крепеж не ушел от нас куда-нибудь. Добавляем какой-нибудь кислоты, но которую не нужно смывать. Если у вас нет такой кислоты, есть простая, то не забывайте ее смывать. Ну вот и все. Какой-то черный уголек попал. Итак, я сходил за клеем. Нанесу клея немножко сюда. Дальше немножко сюда, где он остановиться будет. Немножко сюда. И сюда залить клея. Сюда я залью клея. Опа, пускай стечет и приклеится. Может приклеиться. Наша проволочка залетела сюда. Залетела сюда наша проволочка. Ее нужно достать. Достаем. Вот. И можно провод ставить на контакт и обжимать. Это я думаю, почему у меня так подсветка на всю яркость. Чуть нажимаешь назад, она сразу же тухнет. А вот она-то причина. Я думал, дорожки слезались, уже ничего не сделаешь. Оказывается, все можно сделать. Тут дорожки. Я не знаю, что нужно случиться, чтобы они слезались, оказывается-то. Здесь сделано на долгие года. Ну и также обжимаем. Вряд ли не пропаяется. Надо было, конечно, сразу же вот здесь зачистить. А я не зачистил. Ну попробуем, а вдруг? А вдруг пропаяется? Так, припой у нас здесь есть, все нормально.
припаялась немножко, ну, как сопля, некрасиво, конечно, можно было бы зачистить. Да, забыл. Сейчас начнут сыпаться комментарии, хейтеры здесь меня атакуют. Так, все, смотрим. Шатки нет, контакт припаян, можно проверить тестером. Сделаем проверку, но и осталось запаять нашу ямку. Кислоты нам капелька нужна на зачищенное наше место. Припой чем тверже, естественно, тем лучше. У меня и такой есть. Ага. Что вы думаете? Опа, все, припаялось. Он. Сопля навешана. Вроде бы красиво. Осталось ровненько зачистить. И все. Можно будет собирать и проверять. А, не забываем смазать. Так, пойду делать зачистку. Так, зачистку можно делать обыкновенной наждачкой, но я вот сделаю такой вот бурмашинкой. Что тут налипло? Я уже что-то ей делал, поналипало. Ну, ничего страшного. Поменьше. Самые маленькие обороты. И потихоньку срезаем. Итак, что у нас получилось? Вот наши контакты, вот наш восстановленный контакт. Все отлично, ничего не задевает. Все контакты у нас отреставрированы. Ну, уже заодно еще раз обработаем спиртом. Так. Ставим на короткое. Вот мы поставили на короткое. Один контакт. А вот можно прямо отсюда взять и здесь вот на... Вот все, работает. Также дорожка здесь уменьшение, а здесь на увеличение идет. Все работает. Отлично. Итак, берем наш вазелин. О, я думаю, этого аж за много будет на все контакты. Вот наш самый главный контакт. И все вот аккуратненько. Можно сначала так вот и жирно развести. А потом вторым конце ватной палочки это все дело убрать. Ну и здесь заодно обработаем по кругу. Вот как-то так. И смотрим, чтобы оно все заходило аккуратно. Так, железка. Видно, да, язычок? Вот этот язычок запал сюда. Значит, все идет по плану. Вот этот касается нашей. Ай-яй-яй. Собираем скорее, пока не развалилось. Короче, так. Что? Кнопочка наша работает. Эта часть крутится уже куда-то уже, как положено. Ну что? Так, защелки вроде бы все защелканы сюда. Здесь что-то оттопырено. И здесь оттопырено. Все, короче, погнали ставить и проверять. Итак, ставим. Нужно поставить нашу кнопочку назад. Вот так ее будем ставить. Совпадает. Да, вот наш, кстати, ключ, которым нужно прицеливаться. Вот, чтобы он сюда попал. Трехугольник. Все делаем одной рукой.
О, уже запищало, значит уже работает. Ставим одной рукой. Да, погода у нас, конечно, не ахти, идет дождь. Ну что сделаешь, если машина требует ремонта? Все, проверяем. Вот наша загорелась. Вот даже пищит. Наша пищалка. Что-то сразу она не было, не пищала, сейчас пищит. Ладно. Включаем зажигание. Вот дальний. Нет, это ближний. Вот дальний. Все пока переключается. Ну, короче, наверное, на камере не будет видно. Но факт в том, что подсветка работает. Не знаю, как это сделать темно. Ну вот это самое тускло. Вот видно, что ничего не горит. А сейчас вот видно, что горит. Хотя должно видно на камеру быть. Нет, видно, вот. Больше-меньше. Все отлично работает. Я очень рад этому. Так, выключить пищалку. Так, пока делаем выводы, что дело было в кнопке. Пока. Как дальше пойдет, не знаю. Итак, в принципе, на этом все. В этом видео мы решали проблему, почему у нас не горит дальний ближний, не загорается дальний ближний, или горит через раз в Passat B3 1.8 бензин 91 года выпуска. И на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пишите, что комментарии, подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего. Пока-пока.